Микс они мне яблочный с Хенни. In my knowledge have become so fulfilled that I, as if already 100 trillion billion years, I've been living on trillions and trillions of the same planets, you know, like this Earth. I already comprehend this world fully, and I am here seeking just one thing: peace, tranquility, and the harmony that arises from merging with the eternal infinite. So, hello everyone! Today I start to disassembling UP250 engine of the Aprilia Leonardo 250, and I start from cleaning of this stuff, checking engine tacts positions and valve clearances. Для тех, кто не понял, для чего я буду это проделывать, ну, конкретно проверку зазоров клапанов и позиции двигателя, то есть проверю, совпадают ли такты или нет, для того, чтобы быть в курсе, что здесь вообще было и как это работало. По моим ощущениям, работало это не очень, так как все это в состоянии не очень, особенно для меня. Поэтому для начала все очищу, потом проверю и тогда уже начну разбирать. Думаю, эта серия ограничится дисмаунтингом головки и цилиндра с поршнем, а коленвал и все там сопутствующее, наверное, уже в следующий. Хотя посмотрим, как пойдет. Никогда не знаем, где наступим на успех. Но где он есть, этот эквилибриум. Итак, что нам визуально доступно на старте? Прокладка из толстого паранита. Свеча это вообще шедевр с подкладкой медной втулки, но зато иридиевая NGK. Это радостно. Шпилка, которая не шпилка, а болт. Ой. А, там ухо обломано. Понятно. Детка, просто люби меня таким, отличаюсь. Да, черное ухо, белый бит. Ну, выпуск это отдельная история. Там со всеми составляющими нестыковки и непонимание, зачем вообще этот выпуск нужен, зачем какая-то герметичность и так далее. Набор гаек и шайб. Со всего, что только попадалось под руку, наверное. Одного болта нет, но зато есть резиновые прокладки под смотровыми окнами. Ну, под инспекционными окнами. То есть эти окна откручиваются, и мы получаем доступ к впускному и выпускному клапанам соответственно. Что еще из интересного? Ну, болты, гайка на гайку, это круто, это надежно. Для проверки тактов и клапанных зазоров необходимо открутить смотровые крышки и открутить вот здесь смотровое окно, которое в боковой крышке, где находится генератор, и боковую крышку для доступа к шестерне распредвала, на которой тоже будут располагаться метки. Эта секция, кстати, уже снималась, не помню, чем мы туда полезли. Стартер тоже снимался, потому как вообще решилась проблема с тем, что он не запускался. Стартер подклинивший был. В общем, до конца понять, в чем фишка, не удалось. Стартер вынули, стартер вставили, стартер прокрутил двигатель, и двигатель завелся. Я наврал. Это не резиновые прокладки, а паранитовые, из такого толстого паранита. Или они впитали масло, и это не паранит, но это не резина. Вот, факт в этом. Впускное окно. Прокладка здесь когда-то была, но ее заменил герметик. Или же это прокладка. Да, вполне возможно, что она такая рассохшаяся. Лопнутая, пересохшая. Крышка смотрового окна тоже на какой-то паранитовой прокладке. Болты и шайбы шедевральные. Итак, последовательность действий. Открутили смотровые окна. И на шестерне распредвала видим метку. Совмещаем ее с выступом на корпусе. Да, здесь везде герметик, кстати. В смотровом окне, в другом смотровом окне совмещаем метку с выступом. Совмещаем вращением против часовой стрелки. И можем проверять, если сильные сомнения есть, верхнюю мертвую точку. Далее можем проверять зазоры клапанов. Допуски здесь для впускного клапана, для вот этого, от 0,8 до 0,12. Для выпускного, для вот этого, от 0,16 до 0,20. Я проверил впускной и даже немного обрадовался. Он не зажат, то есть зазор есть, но он великоват. Мое значение 0,18, а допуск максимальный 0,12. Щупа у меня 0,18 нет, я проверил методом вывода промежуточного значения прелиминарно. То есть 0,15 пролетает, 0,20
вклинивается. Соответственно, ну, примерно 0,18 по моим ощущениям. То есть здесь немного поджать можно, и как раз по поджатию. Если максимальный допуск здесь 0,12, соответственно 0,15 прям зажимаем, чтобы 0,15 туго вклинивался. И тогда, я думаю, будет ок. Либо же 0,10, да? Да, для вас 0,10 как раз среднее значение будет. Я всегда делаю максимальный допуск, так как, ну, в основном тенденция показывает, что больший зазор улучшенной производительности, и со временем, в основном, да, клапана имеют свойство поджиматься. Так вот, я обрадовался по поводу впускного клапана, что зазор практически ок. Больший зазор это лучше, чем зажат. Промерил в выпускном допуске от 0,16 до 0,20, но у меня значение 0,10, и 0,10 довольно плотно входит. Так что с выпуском здесь, как я уже обозначил, проблемы. Также мануал рекомендует проверить натяжение цепи ГРМ, ну точнее не натяжение, а растяжение. Методом попытки прослабить цепь, оттянуть ее в ослабленной позиции. При этом ни в коем случае вы не должны подгонять метку методом вращения по часовой. Всегда против часовой. Цепь здесь выглядит перетянутой. По ощущениям даже сильно перетянута. Крышка шестерни распредвала. Здесь имеет такую пластину, я так понимаю, это шумопоглощение, если я не ошибаюсь. Но и функции я здесь с разбега не вижу. Интересно. Что ж, текущее состояние понятно. Следующее, что я сделаю, это отпущу болт натяжителя цепи ГРМ. Сначала болт, а потом уже натяжитель, для того, чтобы посмотреть, на каких значениях он находится в текущий момент. Итак, натяжитель цепи ГРМ dismounted. В первую очередь выкрутил болт, который осуществляет давление на пин натяжителя посредством пружины. Он выкручивается полностью в первую очередь для того, чтобы сохранить пин натяжителя в том положении, в котором он натягивает цепь в текущий момент. Если сначала отпустить болты, которые крепят сам натяжитель, на освобожденное пространство, на оставшиеся клики под действием пружины натяжитель выдвинется. А для того, чтобы проверить, в каком он сейчас состоянии, сначала полностью выкручивается болт, а потом выкручивается весь натяжитель. Выкручиваем, считаем клики, на которые он выдвинут. У меня это 10 кликов. И считаем клики, которые остались. Это 7 в моем случае. Соответственно, на 10 клике из 17 в данном двигателе был выдвинут натяжитель цепи ГРМ. Ну, а дальше по порядку. 4 чудо-гайки с кучей чудо-шайб здесь. И гайки в комплекте со шпилками. Чудо-состояние, там уже ржавчина, коррозия. Да, свеча, кстати, адаптирована. Втулка, шайба. Пин под провод зажигания обточен. Далее, когда открутили все удерживающие головку блок цилиндров гайки, можно скинуть цепь. Можно ее заранее скинуть после того, как вынули натяжитель. Ну, отверткой она по кругу ослабляется и перекидывается вдоль шестерни распредвала. И отсоединяем головку. Далее уже беспрепятственно снимаем головку со шпилок. И наблюдаем вот такое чудесное состояние. Клапана есть, и то хорошо. Здесь почему-то 2 алюминиевых прокладки. По мануалу должна быть 1. Состояние отверстий для циркуляции охлаждающей жидкости оставляют желать лучшего. Еще один интересный момент – это болт, вкрученный в планку натяжителя. Его там быть не должно. Далее необходимо открутить вот этот болт, удерживающий шестерню распредвала, чтобы открутить гайки, удерживающие скобу подшипника, который находится на оси распредвала, и вынуть всю эту систему вместе с распредвалом, посмотреть, в каком состоянии распред. Головка довольно тяжелая, килограмма, наверное, 3. А что вот это за винт? Не знаю, наверное, от системы охлаждения что-то. Нужно будет посмотреть. Окей, небольшое ревью проделанных работ, состояния деталей и интересных моментов, встреченных в процессе. Ну, по головке ясно. Откручиваем 4 гайки и еще 2 гайки на шпилках. Ну, они просто великолепны. 6 гаек открутили и либо скинули цепь, либо разогнули фиксирующую шайбу, выкрутили болт, сняли шестерню, вынули шестерню и сняли цепь. Головка снимается. Что мы видим здесь? Ну, здесь я дальше уже разобрал. Будем в порядке очереди рассматривать все. Выглядит камера сгорания вот таким образом. Посадочные места клапанов. Все в конском слое нагара. Я в некоторых местах пытался докопаться до металла. Под слоем нагара еще один слой нагара.
и снова слой нагара под этим слоем нагара. Такое ощущение, что существовало 3 периода образования нагара. Посадочные места клапанов в норме, прям хорошие. Видно, что заводские нарезы остались. Это не может не радовать. Свеча. По свече же здесь очень интересно. Подставлена шайба, подставлена втулка и адаптирована свеча, которая здесь изначально стоять не должна. Почему так делать не надо, или если уж и делаете, то потрудитесь промерить расстояние вкручиваемой резьбы, чтобы оно соответствовало оригинальной свече, так как видно на данном примере, свеча по резьбе не доходит до положения, в котором предусмотренная свеча должна выступать внутри камеры сгорания. Что есть плохо. Во-первых, изменяется объем камеры сгорания. Во-вторых, по резьбе могут быть пробои сюда, что здесь, мне кажется, и было, так как все в слое нагара. Здесь не особо понятно, что, когда и как могло образовываться. Не суть. Короче, со свечой понятно. По выпуску. Я здесь уже немного попытался очистить. Мне было интересно добраться до металла, чтобы понять, какие слои нагара здесь присутствуют. С этим ухом печаль. Пока не знаю, что с этим буду делать. Что еще тут из интересного? Блин, тяжелая. По впуску. Прокладку эту пока не снимал. Проставку. По системе охлаждения видна накипь. Или, возможно, это какие-то осадки. Фиг знает. Самый интересный момент. На этом месте базируется вот этот кавер от системы охлаждения. Я еще открыл, посмотрел какое-то несоответствие отверстий на плоскости соприкосновения с головкой. Какой-то оттиск остался. Я поначалу даже не понял, что здесь быть должно. Посмотрел по схеме, а здесь должен стоять термостат, которого здесь нет. Ну, может, он и не нужен. Если и без термостата все ок работает. Это один поинт. Следующий поинт я прям специально оставил. Это кусок герметика, который торчит там, где его быть не должно. К слову, здесь вообще везде куски герметика. В масляных каналах во всех самых неожиданных местах присутствуют куски герметика. Вот явный пример, к чему приводит обилие неаккуратно наложенного герметика. Забиваются каналы. Это плохо. После снятия шестерни распредвала важно не потерять вот этот пин, который фиксирует положение шестерни на распредвале. Подшипник. Оригинал Koyo 6005 Japan. На втором маркировке недоступный, прикреплю из мануала. Распредвал тоже ок, никаких дэмэджей я здесь не обнаружил. Ну, помимо, опять-таки, кусков герметика в масляных каналах. Для того, чтобы вынуть распредвал, я поначалу подтупливал, этот подшипник наполовину выходит и как будто во что-то упирается. Думал, кулачки упираются в рокера, но повращав, понял, что это не рокера. Здесь нужен принцип обратного молотка, то есть сюда вкручивается болт подлиннее и что-то придумывается по принципу обратного молотка. Тогда распредвал деинсталируется. Оси рокеров пытался таким же методом обратного молотка деинсталлировать, не получилось. Наверное, я здесь их и оставлю, так как с рокерами все ок, рабочие поверхности в норме, никаких дэмэджей опять-таки не замечено, но смысла мучиться с этим я не вижу. Здесь, кстати, видны следы расклепывания фиксирующей шайбы, которая фиксирует подшипник распредвала с внешней стороны. Расклепывали здесь, конечно, восхитительно. Болт самодельный какой-то. Завальцованный, шайба тоже. Короче, все в лучших традициях жанра. Клапан выпускной, клапан впускной. Состав системы всем, наверное, ясен. Верхняя тарелка, пружина, внутренняя пружина, нижняя тарелка, маслосъемный колпачок, сухари. Даже не знаю, кстати, как правильно называются. Ну и сам клапан. Они, к счастью, тоже в норме. Сохранены заводские оттиски. Ну, где-то под слоем нагара. На выпускном поменьше, на впускном побольше и тоже в несколько стадий. Ну да ладно. Красота в глазах смотрящего, но сложно увидеть ее в объекте рассмотрения. Далее должна следовать прокладка между плоскостями головки и цилиндра, но в данном случае прокладки, они, похоже, самодельные, были окисленные от состава охлаждающей жидкости. Окна оставляют желать лучшего, но очень похоже, что это самодельные. Здесь, короче, с охлаждением тоже, я так понимаю, были проблемы. Проблемы с масляными каналами, проблемы с выпуском, проблемы с охлаждением. Надеюсь, это все проблемы, которые здесь присутствуют. Но проблемы с болтами и гайками это незначительно. Далее переходим к демонтажу самого цилиндра. Как его? Натяжитель цепи ГРМ предварительно вынули. И важный момент: к нижней части цилиндра крепится патрубок охлаждающей жидкости.
его важно не отломать, так как он композитный. Он здесь был с проблемами, которые я паяльным мастерством пофиксил. Осталось притереть плоскость, чтобы все было ок, и подобрать о-ринги. Здесь тоже должен быть о-ринг. Но здесь была сантехническая подмотка. Это ближе к тебе, мой брат. Это только одна точка зрения, а вот другая. Патрубок демонтировали, можно деинсталлировать цилиндр. И после деинсталляции мне открылась вот такая картина. То есть двигатель не работал очень долго, и в результате простоя, по моей версии, здесь образовалась довольно значительная коррозия. Это как раз нижняя стенка цилиндра, на ней лежит поршень в местах соприкосновения с кольцами. Под влиянием конденсата, я так предполагаю, образовывалась коррозия. Наблюдается довольно серьезный питтинг, который выносит приговор этому цилиндру. Он улетает в запчасти. Его, кстати, можно расточить. Это оригинальный размер 69 мм, а первый ремонтный размер 69,25. Но если, с учетом выработки, которую мы можем видеть по бортику в начале гильзы, и стачивания коррозии, которую мы можем видеть в самом центре, потребует следующих шагов, то с шагом плюс 0,25 мм можно увеличивать до 71 мм. Это предел для стокового сетапа. Экстремальный предел — это 72,5 мм, соответствующий объему 300 кубических сантиметров. Это так, может кому пригодится. На верхней плоскости тоже видны царапины от соприкосновения с поршнем, но это еще норм. Самое главное, что кольца здесь не вылетали и двигатель их не пережевывал всеми своими остальными компонентами. А так, возможно, еще и будет жить. Но, к счастью, у меня же есть запасной цилиндр и поршень, поэтому этот отправится на полку до лучших времен. А запасной я промеряю, куплю кольца, и если все будет ок, то его и установлю. Он, если я не ошибаюсь, тоже оригинальный, с оригинальным поршнем, и надеюсь, мы с ним подружимся. Состояние поршня похоже на состояние клапанов, боковые стенки поцарапаны, верхняя кромка, кстати, тоже, хотя вроде не должна быть. Ну и обратная стенка тоже самое. Это же две стенки, которые соприкасаются с плоскостью цилиндра. Это норма. Выработку поршня, цилиндра, колец ничего еще не промерял. Это уже дело 59-е, сейчас не до этого. Это уже потом для интереса. Piston pin, поршневой палец, на котором, если я не ошибаюсь, все-таки присутствуют задиры. Это нехорошо. Возможно, кто-то когда-то прощелкал уровень масла. Что в целом будет неудивительно для данного агрегата, так как вниманием он был обделен. Должным уровнем соответствующего внимания. По паранитовым прокладкам. Тема нехорошая. Наверное, если бы они были четко по размеру и максимально аккуратно сделаны, то, может быть, было бы и ок. А так, когда прокладка выступает за плоскость соприкосновения двух деталей, она подвержена втягиванию влаги. И на болтах с этими прокладками наблюдается коррозия. Также впитывание масла, разбухание прокладки, каналы перекрываются, все вот эти лохмотья, в общем, ничего хорошего. Это, наверное, крайняя мера, и предположу, что даже в некоторых моментах аккуратное наложение герметика будет даже лучше. Окей, let's review the engine pistons. Оригинальный поршень 69 мм Yamaha, не оригинальный engine piston 71 мм. Насколько я понял, не оригинальный, а возможно просто из более новой серии, на которой уже немного другие маркировки. Здесь прям написано Yamaha и модель двигателя, на которую ориентирован данный поршень. Здесь нет. Но тем не менее, поршни абсолютно одинаковые, за исключением их диаметра и высоты положения пакета колец. То есть, если мы поместим оба поршня на один piston-pin, поршневые пальцы здесь одинаковые, 17 мм по внешнему диаметру, логично, для одного шатуна. Но на поршне диаметром 71 мм можно видеть, что пакет колец расположен выше к топу поршня за счет более широкого канала для пакета маслосъемных колец. Еще, наверное, разный диаметр отверстий маслоотводных каналов. Кстати, на старом поршне можно наглядно увидеть следы работы маслоотводных каналов. Видно, что масло сюда поступает под давлением, а не просто капелькой стекает. И еще один момент, который я заметил, это качество обработки внутренних поверхностей поршня. На поршне с явной маркировкой Yamaha обработка довольно такая грубая, с заметными наплывами, несовершенствами литья и всем прочим, что я очень не люблю. Поршень диаметром 71 мм заметно отличается в лучшую сторону
в этом плане. Ну да, и еще момент выборки под клапана. Здесь чуть-чуть больше, здесь чуть-чуть меньше. Логично. В целом поршневые пальцы одинаковые, но есть один момент. Они взаимозаменяемые при условии использования конкретного поршневого пальца с конкретным набором стопорных колец. Потому как мы можем видеть на примере данного поршневого пальца с проточкой под стопорное кольцо и стопорное кольцо с ответной проточкой под проточку на piston pin. Здесь же такого не наблюдается. Здесь просто цилиндрическое кольцо и скошенный край поршневого пальца. Это важный момент. Они оба с коническими проточками для уменьшения общего веса. Глубина проточек тоже одинакова. В остальном одинаково. Самое время взвесить данные компоненты. Piston pin старого поршня 41 грамм, пин нового поршня 42 грамм. Ты уверен? В общем, 41,5 с погрешностью. Поршень диаметром 69 мм не имеет установленных стопорных колец для piston pin, поэтому я положил сверху колечко. 152. Было 151. Ты чё, врешь мне? Короче, 151,5. Окей. На 71 миллиметровом поршне стопорное кольцо с одной стороны установлено. И вау, они весят одинаково, несмотря на разницу в диаметре. Чтобы вы понимали разницу в диаметре, наглядно продемонстрирую. Колечко, кыш, разница заметна. И это очень хорошо, что при увеличении объема вес остается прежним на уровне меньшего объема. По доработкам, которые в планах имплементировать, это увеличить диаметр маслоканалов, так как они что здесь достаточно маленькие. Не секрет, что тонкие каналы со временем все равно забиваются нагаром и прочими отходами от работы. Это очевидный естественный процесс, поэтому немного их увеличить будет не лишним. И еще вижу необходимость в сверлении дополнительных отверстий для обеспечения более обильной смазки piston pin. Для этого только нужно будет замерить ширину цилиндра до стопорного кольца и просверлить, пока еще не знаю каким диаметром, буду рассчитывать от размера. Также я уже на каждом поршне попробовал, насколько легко данный сплав дается компрессии в результате интенсивного воздействия более плотным составом. Здесь можно увидеть вот эти небольшие точки. Здесь они тоже есть, просто менее заметны. Наверное, сделаю это перед полировкой. Соответственно, саму полировку произведу. Okay, let's compare the engine cylinders. 69 мм, 71 мм, 69 мм, 71 мм. Один законсервирован до лучших времен, второй предстоит расконсервировать перед установкой. Из отличий уже упомянутая разница диаметров, также материал направляющих, здесь стальные, а здесь латунные. О явных преимуществах или недостатках мне неизвестно. На своем опыте не сталкивался и на экспертные сравнения тоже не натыкался. В остальном абсолютно идентичные цилиндры. И даже внешний диаметр гильзы у них идентичен, 76 мм. А разница диаметров достигается за счет уменьшения внутреннего тела гильзы. То есть то же самое, что и происходит при расточке. Расширяется внутренний диаметр, тело гильзы уменьшается на n-ную величину, далее наносится хон и можно ехать. Из этого следует, что растачивать до максимально возможного диаметра можно вполне уверенно. Кто бы сомневался. По сути, это чугунный блок. Нижние направляющие, в отличие от верхних, идентичны. Вот еще здесь разные U2 и U1. Правда, не знаю, что это означает. Чуть не забыл взвесить цилиндр. 2337 грамм. Клапана я очистил, сошлифовал маркировку, остатки нагара и задумался, а какого фига я просто их сошлифовываю, если их по-хорошему нужно облегчать и заполировывать после облегчения. Облегчение основной плоскости выполняется по методу создания равномерного углубления в центре клапана. То есть создается такая конусная выемка, примерно как вспышка освещает. Это из простого. Более сложное, но нужное, это удаление вот этого перепада. Это утолщение производственное, оно образуется в результате изготовления самого клапана. Край цилиндра интенсивно нагревается, спрессовывается, вдавливаясь в форму, образуя вот такую форму шляпки клапана. И самое сложное — это удаление угла выше посадочной плоскости клапана. Но это совсем уже ювелирная работа, без точных лазерных или токарных инструментов здесь, наверное, не справится. Есть еще убирают вот этот гиперболоидный переход, но при этом возникает риск отрыва шляпки клапана.
зафиксировано, поэтому я бы не стал. Короче, точно будет коническое углубление в основной плоскости, удаление производственного наплыва. Насчет остального пока не уверен. С выпуском та же история. Кстати, углы и ширина кромок каждого перехода обозначены в мануале. Их можно и нужно промерять, чтобы они соответствовали допускам. Ну и очевидно, что после всех процедур снятия клапанных излишков осуществляется полировка. Обязательно, так как любая абразивная плоскость будет более активно покрываться нагаром за счет фактуры, на которую лучше оседает, налипает и запекается нагар. Ладно, самое время взвесить. Я, к сожалению, не взвесил перед сошлифовыванием этих маркировок, но не суть. Впуск 45 грамм, выпуск 38, 40. Офигеть. Я думал, там грамм по 25. Оба 84. Жесть. Перед выполнением работ по созданию конических или же сферических выемок в нижних плоскостях клапанов следует знать, что реализация данных облегчений уменьшит степень сжатия, то есть объем камеры сгорания увеличится, степень сжатия упадет. Это все тоже нужно учитывать и рассчитывать, измерять и уже на основе этих измерений делать выводы. Задача изначально комплексная и требует понимания, как и любой другой процесс, понимания того, что ты делаешь, для чего, зачем и какие сопутствующие узлы, элементы или области будут заочно вовлечены в данный процесс, то есть неизбежно. В моем случае, так как объем увеличивается, но головка остается прежней, плюс я буду выполнять притирание плоскости, несколько сотых миллиметра с головки снимется, соответственно камера сгорания уменьшится. Настало время осуществить фортнинг головки блока цилиндров. Не знаю, насколько получится визуально продемонстрировать разницу. Я сильно экстремально расширять каналы не буду, так как здесь нужно понимать одну очень важную вещь, что больше не значит лучше. Чем сильнее будет расширен канал, тем меньше в нем будет скорость потока топливно-воздушной смеси. Поэтому я буду производить расширение каналов на оптимальную величину, в основном, чтобы убрать все несовершенства литья, бортики, которые имеются в моментах перехода от тела головки к плоскости седел, и с небольшим расширением. Как показывает практика, небольшое расширение всегда оказывается полезным. Также произведу матчинг впускного отверстия с мидпайпом с этим, а на выпуске с выхлопным коллектором. Основное, что нужно знать перед осуществлением данной процедуры, это оптимальное расширение и соблюдение конусности. На впуске конус сужается по направлению к клапану, а на выпуске то же самое, просто я воспринимаю с другого направления, так как газ будет выходить наружу и расширение конуса наружу. И понятно, что матчинг стыковочных плоскостей будет производиться с уже оптимизированным сечением выхлопного коллектора и мидпайпа впускной трубы. So, the engine head seems ready to assembling. Все выглядит обслуженным и готовым к предварительной сборке. Начнем, наверное, по порядку с engine head body. Здесь произошло много чего. Впускной канал приведен в достойный вид, немного расширен и произведен матчинг сечения впускного тракта на самой головке с вот этим мидпайпом, переходной трубой от карбюратора. Что здесь можно отметить? Процесс итеративный. Когда будете работать над каналом, делайте это аккуратно, дозированно и с промежуточными ревью проделанных вами работ, чтобы не напилить лишнего. Здесь не работает принцип, чем больше вы расширите, тем лучше. Нет, так не будет. И даже с большой вероятностью будет наоборот. Избыточные расширения впускного тракта без замены или модификации впускного устройства, карбюратора или инжектора дадут обратный результат. Также следует отметить, что если насмотритесь в сети безумных и бездумных модификаций, я сейчас имею в виду manual dimpling, то есть модификация впускного канала созданием множества ямочек, типа как на мяче для гольфа. Многие руководствуются логикой, вот все делают и я сделаю, но
следует знать, что если у вас не смоделирован впускной тракт и не произведены соответствующие замеры в программе по расчету скорости топливно-воздушной смеси на конкретных углах, то есть если у вас вообще нет никаких данных, полученных методом прогона в специальной программе, которой у вас скорее всего нет, так же как и сэмпл данных, вообще любых данных, связанных с конкретной формой. Данная процедура с большой долей вероятности даст обратный результат, то есть негативный. Поэтому забудьте, либо гуглите научные статьи, изучайте и проделывайте разумные эксперименты, приобретая собственный уникальный опыт. Все, что следует знать о впускном канале, это то, что его поверхность должна быть не гладкой, не сильно кратерной, шероховатой. Это относится ко всей впускной трассе. С этим понятно. С выпускным каналом практически та же история, дозированность, аккуратность, итеративность, но его еще и можно и нужно хотя бы в некоторой степени полировать. Полировать можно прям до зеркала, так что если у вас есть полировочные насадки или вы хотите этим заняться каким-то иным методом, можно, нужно, будет полезно. Это уменьшит количество скапливающегося нагара на стенках выпускного тракта. Здесь также произведен матчинг сечения выпуска на стороне головки и экзост пайпа. Я здесь центровал методом подкладывания вот такой фольги, пальпировал и модифицировал. Также осуществил притирание плоскости соприкосновения цилиндрических сечений. Там все равно будет прокладка, но базовые плоскости нужно притирать. Дэмэдж со шпилькой по фикшн трехкомпонентным композитом. Не знаю, насколько это будет надежно в долгосрочной перспективе, но посмотрим. Камера сгорания. Я не стал ничего здесь пилить, хотя это распространенная практика. Я пошел более экзотическим методом компрессии поверхностного слоя металла. Создается более плотная структура за счет изменения кристаллической решетки материала. В общем, имплементируется более плотный поверхностный слой с разнородной структурой обработанной поверхности. После чего производится полировка. Алюминий полируется достаточно легко, особенно после подвержения такой компрессии. Далее произведено притирание всех плоскостей. Основная, самая масштабная плоскость соприкосновения с цилиндром через прокладку, но однозначно здесь чем более качественная плоскость будет, тем лучше. Я выполнял притирание всех плоскостей, потому как с ними были проблемы. На них наблюдались различные дэмэджи, окисление от проникновения влаги, антифриза и всего, что вообще могло проникать в структуру чудесных впитывающих прокладок и, соответственно, под них тоже. Вот здесь было довольно проблемно, так как здесь сложно добраться до вот этой плоскости, с этой полегче, но опять-таки штуцер мешает. Короче, я помучился. С выхлопом была та же история, здесь вообще была какая-то чудовищная ступенька, то ли такой фабричный отлив был, то ли уже в процессе эксплуатации появилась настолько неравномерная выработка, смачил. Не гиперфанатично, потому как здесь все равно везде прокладки и глубина некоторых дэмэджей, вот как здесь царапина, она не позволяет сточить прям до удаления данного issue. Ну и в целом, конечно же, все отмыто и наружная поверхность головки подвергнута сошлифовыванию несовершенств литья. Тоже не особо фанатично, так как формирование близкой к идеальной красоте здесь не имеет смысла, потому что алюминий окисляется в атмосферной среде, поэтому глубокие шлифовки и полировки релевантны только при дальнейшем осуществлении анодирования. На внутренних поверхностях тоже все отливы, дэмэджи и острые края постарался удалить. Отдельно хочется отметить, что необходимо не забывать уделять внимание всем шахтам маслоканалов, и вообще всем шахтам направляющих клапанов, и в целом любым отверстиям, которые труднодоступны, резьбовым отверстиям, всем вообще отверстиям следует уделять внимание. Особенно если кто-то до вас очень любил герметик. Если в масляных каналах останутся куски герметика, то это будет грустно. Постарайтесь их удалить. Body of the head weighed in 2106 грамм. Теперь вы знаете, сколько весит пустая голова. Клапана. Они меня помучили конкретно с процессом полировки, так как постоянно оставались царапины от более крупного абразива. Я их заполировываю более мелким, не заполировываются. Опять корректирую более крупным, заполировываю более мелким, все равно какие-то раковины остаются. Это была жесть. Либо я криворукий, либо это аномалия. Но дело сделано. Полировку я производил, естественно, после процесса уменьшения веса. Выпускной клапан. 36 грамм.
впускной клапан 41 грамм, оба клапана 77 грамм. Также удалены дэмэджи на головках клапанов. Их обязательно нужно удалять, так как если их не удалить, это может сыграть с вами злую шутку при регулировке зазоров клапанов. Это важно, но некоторые это, к сожалению, игнорируют. Финальным действием является обязательное притирание клапанов к седлам и наоборот. Тоже такой себе процесс. Верхние тарелки я тоже пытался немного облегчить, там в рамках погрешности весов. У меня изначально были мысли о приобретении титановых тарелок клапанов, но там тоже есть один нюанс, заключающийся в том, что при установке титановых тарелок клапанов необходимо устанавливать ослабленные пружины. Это следует знать. А для интереса можно погуглить прайс парочки титановых тарелок. Предупреждаю, эта информация может немного шокировать. В общем, я пока устанавливаю стоковые, если что, в дальнейшем поменять недолго. Также следует отметить, что поверхность впускного клапана, выступающего в впускной канал, то есть после направляющей, также может быть шероховатой. Что вы, ёб, не понимаете? Последовательность процесса установки клапанов предельно проста. Устанавливается клапан, нижняя тарелка, надевается маслосъемный колпачок, внутренняя и внешняя пружины устанавливаются увеличением плотности витков вниз. Далее устанавливается верхняя тарелка, устанавливаются конические фиксаторы и вуаля! Клапана установлены. Распредвал приготовится, но для начала давайте узнаем разницу в весе между гибрид-керамическими подшипниками и оригинальными стальными. Оригинальные 121 грамм. В них, правда, присутствует консервационная смазка, так как с ними все норм, и я заложил смазку в оба для предотвращения коррозии во время хранения. 60,05, 78 грамм. 62,02, 42 грамма. Гибридно-керамические 98 грамм, 60,05, 63 грамма, 62,02, 36 грамм. Сделано. Кстати, можно заметить, что я здесь поудалял несовершенство литья в некоторых местах и поправил плоскости перед запрессовыванием подшипников. Далее, для установки распредвала в плоскость головки необходимо смазать наружные поверхности подшипников и аккуратно запрессовать. А нет, запрессовывание здесь не понадобится. Можно приступать к установке осей и толкателей, которые также были поправлены. Я убирал излишки металла на толкателях для уменьшения их веса. По их форме было явно заметно, что никто здесь с калибровкой не парился. Строго обусловленный производственными процессами шейпинг, без особого уделения внимания вопросам веса. И, конечно же, я это внимание уделил, и мне стало легче. 126. 62. Ну и плоскости самих толкателей я, конечно же, поправил по уже ранее озвученным причинам, руководствуясь которыми необходимо поправлять плоскости головок клапанов и толкателей соответственно. Да, это сами толкатели, а это рокера, ну или коромыслы их еще называют. Что следует знать о процессе установки? Если рокера, ака толкатели взаимозаменяемые, то есть они полностью идентичны, а вот их направляющие оси не идентичны и имеют некоторую особенность установки. Это впуск сюда, это выпуск сюда. На выпуске имеется O-ring, который также необходимо инспектировать методом пальпирования, ну и визуального осмотра. Я менять не стал, так как он вполне бодр, свеж и все еще достоин. Так вот, для установки оси впускного рокера понадобится 8-мм направляющая, которая инсталируется в дальнее отверстие под шпильку для того, чтобы правильно спозиционировать саму ось впускного рокера. Предварительно смазывается и позиционируется в шахту для направляющей. Далее запрессовывается или забивается через инсталляционный болт, запрессовывается в первую посадочную плоскость, далее позиционируется рокер, все это матчится между собой и запрессовывается дальше во вторую посадочную плоскость. Там внутри матчится с 8-мм направляющей. При необходимости изменения позиционирования оси методом вращение осуществляется через предусмотренную прорезь в оси направляющей. Готово. Глубину запрессовывания здесь можно проверить визуально. Также можно подкинуть пластину, фиксирующую подшипник распредвала.
а также заглянув в дальнюю шахту под шпильку, в которую вставлялась 8-мм направляющая. И практически такая же процедура с выпуском. Здесь главное быть gentle and polite. С о-рингом обильно смазать. Запрессовывание не требует приложения особых усилий. Здесь больше не про забивание, а про создание вибрации ударным методом. Да. Здесь о завершении процесса установки также подскажет первая шахта для шпильки. Внутри нее можно увидеть положение завершенной установки. Самое время установить толкатели. Регулировку зазоров я оставлю ближе к сборке, так как сейчас я произвожу предварительную сборку без установки прокладок, контрольной затяжки и регулировок. Просто собираю все детали в единый модуль, готовый к установке и соответствующие настройки, но чуть-чуть попозже. Далее устанавливается плата, фиксирующая положение подшипника распредвала, сверху устанавливается locker plate, все это в сумме зажимается двумя болтами и края locker plate загибаются для фиксации болтов. После этого устанавливается шестерня распредвала, шайба и болт. Плоскости шайбы также следует притереть, как и плоскость шестерни, если это требуется в вашем случае. У меня здесь отсутствовала breezer plate. Это такая специальная плата определенной формы, которая взаимодействует с ответной формой, расположенной в крышке окна шестерни распредвала. У меня ее и на данный момент пока нет, но надеюсь, к моменту финальной сборки и установки она будет. Ну и остается установить прокладки, которые я пока что не устанавливаю, о-ринги, закрутить крышки, вкрутить свечу, термодатчик, термостат, теперь он здесь есть, и вкрутить винт в отверстие для инспекции давления масла. Медную шайбу обязательно притереть с двух сторон. Шестигранники я выгреб все, что были. На априлиях устанавливаются шестигранники, на Ямахах обычные хекс-болты. Это интересный момент. Двигатель Ямаха, но при установке на априлию шестигранники, при установке на Ямаху болты. Модификации поршня выглядят следующим образом. Все получилось. Маслоотводные каналы расширены. Каналы для смазки piston-pin успешно проделаны. Я сделал их асимметричными. Также надфилем проделал вот такие канавки для снижения трения на стенках. Общая площадь стенок позволяет это проделать. А также по всем плоскостям, до которых удалось добраться моим компрессионным шариком от подшипника, я выполнил компрессию поверхностного слоя металла. Это еще называется пиннинг. Процедура довольно полезная, хотя на первый взгляд кажется странной и примитивной. Пакет колец вы, наверное, уже видели при распаковке. Если не видели, смотрите. Их установка будет производиться при финальной сборке. И я, наконец-то, закончил. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ставьте лайк во имя продвижения научно-инженерно-технического механического контента. Проще говоря, ставьте лайк, пусть все посмотрят, а не только вы. Не будьте эгоистами. Позвольте и другим насладиться полезным и интересным контентом, подкинув данное видео в алгоритмах YouTube. И встретимся в следующем ролике, в котором я поведаю о процессе дальнейшей полной разборки и модификации данного двигателя, демонтажу коленвала, генератора и всего сопутствующего. Не пропустите. Thanks for watching. See you soon. Bye. Of the Appler непонятно, паранит, понятно, толстенький. Уже не болт и не шпилька, уже пустота. Фак. Короче, лопнутая, рассохнувшись. Щуп, винт, болт. Обрезанный, криво обрезанный болгаркой
это грустно. 3 стадии эволюции карбона. Просто чудеса. Так, самый интересный момент. Здесь же стоял... Здесь должен стоять. Просто чудесное все. Наоборот. И их прожирала Ring Focus. Факт. Здесь тоже должен. Здесь тоже должен быть 5. Здесь уже не он уровень. Кстати, здесь направляющая лопнутая. Не знаю, что с ней нужно было делать, чтобы она лопнула. Что они обе такие. А, они обе такие. Все. Затупил. Верхняя кромка, блять, сука. Но, опять-таки, немного убрал несовершенство литья. По консистенции она больше похожа на какую-то войлочную тряпку. Я их очистил. Я их уже, конечно, очистил. Блин, на палец не смотрите, это, короче, паршивец лис мне прокусил. Я устал уже его прятать. Паршивец лис мне попортил руки. Прошу не обращать на этот нюанс внимания. 17 миллиметров. Блять, не выборка, а как. И скошенный краш. А в остальном, блять, я уже попал. Блять. Для этого нужно будет тут. Блять. Для этого только нужно будет замерить ширину. Думаю, нужно будет произвести. Да, сейчас еще в песок это уронить все.